Ну что, я сегодня с утра уже успел хлебнуть неприятных новостей, поэтому я записывал такое видео и еще раз его запишу, переосмыслив то, что я говорил в предыдущий раз. Э, Три ключевые момента, которые мне категорически не нравятся в Испании и которые мне нравились в России. Подчеркиваю, я сравниваю с Россией, которую я помню в 22 году. Сейчас, возможно, ситуация, вероятнее всего, хуже. Первое. Это сфера услуг и конкретно сфера банковских услуг, страховых услуг, ну вообще отношение к клиенту. В Испании клиент скорее не прав. Вот четко и ясно, в Испании клиент не прав. При этом вас, ну я думаю, что ситуация примерно похожая по всей Европе, при этом вам не будут в лицо грубить, вас будут просто вымораживать, делать так, что вы просто отвалились сами по себе. Конкретный утренний пример. В Барселоне сплошь и рядом карманники. Это один из самых криминальных городов в Испании, если не самый криминальный. У меня украли там и телефоны, и карты воровали, причем воровали карты в основном банковские, хотя случайно один раз украли медицинскую страховую карточку, очень похожую на банковскую, и по цвету, по размеру. И вот украли у меня одну карту, плюс номер телефона я поменял. И вот я в приложении заполнил все данные, чтобы закрыть ту карту старую. В надежде, что я пойду открою новую в электронном банке, ну или финтехе, как его называют. Но нет, я уже больше полугода не могу добиться ни восстановления доступа к старой карте, ни открытия новой, потому что их система помнит, что у меня есть старая карта. И вот я бьюсь и бьюсь, то есть и такие документы. Вот просто вот головой об стену. Невозможно никому позвонить, невозможно ничего доказать. Вот просто банковская сфера здесь каменный век. Если банкоматы здесь говорят, что они на английском говорят, не верьте. В банкомате могут быть на английском первые несколько уровней меню, потом-то будут на испанском. Начать хотя бы с того, что испанцы, ну им так удобнее, называют у себя в стране испанский язык кастильяно. Пока я не выучил это, я просто не мог найти меню, где написано на каком языке. То есть тут 4 разных языка государственных. И то же самое касается, я уже не одно видео записывал по поводу курьерской службы. То есть курьеры приходят и в 8 вечера в выходной, и днем в обеденное время, когда людей нет дома по определению. И могут прийти без предупреждения, что скорее всего. И отдают посылки кому угодно, не проверяя документы. Почта работает так же. То есть вот так хуже даже, чем в России. Очереди, соответственно, никто ничего не знает, никто ничего не в состоянии помочь. Просто у меня слов нету, насколько плохая тут сфера услуг. В магазине ты ничего не докажешь, если там товар не подошел тебе, с чеком приходишь, тебе говорят нет, типа ничего не знаю, мы не возвращаем деньги. Ну, может быть, в каких-то премиальных брендах, там еще где-то. Я говорю про обычные дешевые для нищих магазины. То же самое с операторами связи. То есть настолько все вот это затянуто, затягомочено. Сервисы здесь такие, что ты им должен. Ты вот им даешь номер карточки, даже не карточки, а номер Айбана. То есть ваш уникальный номер в банке.
и они с вас будут списывать деньги. Ну, вдумайтесь. Любые компании здесь списывают вас, особенно вот эти поставщики услуг, могут выставить счет за воду, которую вы использовали летом, могут прислать в декабре. Им так удобно. Могут присылать счета на услуги, которые вам не оказывают. И требовать оплатить и слать 100-500 писем. Оплати. Это я сделал очень один умный ход. Поменял свой IBAN в банке, чтобы с меня автоматически не списывали. И они вынуждены были меня забрасывать письмами. А так бы списали. Вот понимаете, у вас с этого счета, с IBAN, с вашего по IBAN, списывают деньги, и вы даже не заметите. Потому что, ну, вроде суммы там какие-то там 10, 20, 30 евро. И пойди докажи. И пойди докажи. Ты пишешь, говоришь, ребята, ну как же так, вы услугу мне не оказываете, а по 10 евро хотели списать. И тебе отвечают, вот еще раз подумайте, тебе отвечают, да, мы мудаки, но ты написал не на тот номер, не на тот имейл, вот позвони по этому номеру и скажи им то же самое. Блин, у меня фамилия не испанская, как я могу позвонить? Я пишу, что я не говорю по-испански, я тебе на английском написал. Ты мне ответил на английском. Но нет, он меня признает, там какой-то сотрудник энергоснабжающей компании признает, что он не прав, но говорит, я ничем тебе не могу помочь. Напиши вот в то другое место, и тебе помогут. Я настолько был злой, думаю, да идите вы в жопу, никому ничего не буду писать. Ну, денег-то они списать с меня не могут. Вот, думаю, удавитесь вашими этими письмами напоминания. И не представляете себе, что дальше. Я никому ничего не написал. 31, в смысле больше не звоню, 31 декабря приходят мне документы, счета, фактуры. Смотрю, мне то, что они начислили в плюс, пришли 2 счета фактуры, что они мне начислили в минус. И казалось бы, ну фиг с ним. Но вы подумайте, что вот это, за этим всем сидят какие-то айтишники, которые получают деньги за работу, которую не исполняют. Сидят какие-то клерки, которые вот это все начисляют, потом вычисляют. Либо автоматическая система, которая через жопу работает. Я уже не говорю о том, что здесь зачастую ты подходишь, банкоматы не работают по какой-то причине. Тут ближайший банкомат от меня, ББВА, вот он через день не работает. То работает, то не работает. И другой ближайший находится на расстоянии 5 километров. Покупай билет, езжай туда на автобусе или иди пешком эти 5 километров туда-обратно. Что я, в принципе, и делал. Банковские услуги, страховые услуги, ребята, это отдельно. То есть наши страховщики в России, коршуны, но это просто вот тут падальщики, просто стервятники. Они тебя будут, особенно русскоговорящие страховые посредники. Ты сам все посчитай, ты сам все реши, приходи, они тебя отчекрыжат и разведут тебя на деньги. То есть первое, что вам нужно понимать, в Испании ни в коем случае никогда не связывайтесь с русскоговорящими посредниками. Потому что наши русскоговорящие наглые, хамовитые, они понимают, что ты не знаешь испанского и английского, и они тебя будут разводить в особенности. Испанцы, они все-таки в меньшей степени, нацелены на урвать. Они скорее урывают деньги не потому, что, они даже не урывают. Наши-то хотят урвать. А испанцы, они, попалась рыбка в сеть, хорошо, мы им продадим услугу. Но не будем напрягаться, там что-то ему высчитывать, какие-то специальные услуги, нет, ничего не будем. Мы просто ему посчитаем, никакие по шаблону, все. То есть большинство этих страховых агентов, которые здесь офисы занимают, тут их штук 10 на расстоянии пару кварталов от меня, их можно заменить роботами, потому что они дальше своего шаблона мыслить не в состоянии. Ты приходишь к нему и говоришь, вот так и так, вот так и так. Я знаю, что вот так можно было сделать со страховкой. У нас нельзя. Я говорю, можно же, давайте подумаем, посмотрим. У нас нельзя. И так у всех.
То есть, по большому счету, я разницы не вижу между страховыми компаниями. Они здесь просто нацелены все на шибание бабла, как и в России. Но в России хотя бы ты можешь повыбирать лучший сорт говна из них, из всех. Здесь же сорта говна все одинаковые. Что касается медицинских страховок, что касается страховок на машину, я до сих пор не могу оформить страховку на машину, потому что у меня просто, нету возможности заплатить около 1300 евро за страховку на год, как первогодку. А мой опыт вождения в России они не учитывают. И мой коэффициент бонус-малус они не учитывают. Хотя я знаю, что есть случаи, когда учитываются эти факторы. Но вот те страховые, куда я ходил, просто в упор нет. Ладно, поняли. Сервисы здесь говно. Особенности банковские, особенности страховые, особенности, если это вам русскоязычные предлагают. Второе, и в принципе продолжение первого, что ужасно в Испании? Бюрократия. Бюрократия в Испании известна на весь мир. Не скажу, что она самая плохая. Соседи по Португалии говорят, что у нас самая плохая бюрократия, даже гордятся этим немножко. Но бюрократ здесь, вот он, если в России он замотивирован на получение взятки, прям вот хочет ее получить, и поэтому у нас такие в России плохие законы, чтобы коррупционная емкость в них была, то в Испании законы плохие, особенно какие-то алгоритмы подзаконные, и чиновник не замотивирован тебе помогать. Он вообще вот, его задача от 8 до 5 отсидеть. Поэтому в Мадриде самая большая продолжительность жизни в Испании. Потому что люди там во многом работают в государственных учреждениях. У них жизнь спрогнозирована на десятки лет вперед. Они не переживают. Они ходят туда, возвращаются, у них будет хорошая пенсия. И вообще не переживают, и ушел с работы, к нему никто с улицы не зайдет, не поругается, потому что все эти приходы по ситам, то есть по предварительной записи, тут невозможно получить никакую услугу практически, если у тебя нет предварительной записи. Простой пример. Чтобы задать в полиции вопрос, нужно туда прийти по записи. А пункта в электронном правительстве есть тут такой типа госуслуг. Вот на этом сайте, где можно получать эти записи на прием, СИТы, пункта задать вопрос полиции нет. То есть тебе нужно иметь запись, чтобы задать вопрос полиции, но запись на вот этот вид услуги задать вопрос просто нет. Причем она была когда-то, была еще вот в 2023 году, был такой пункт для получения этой предварительной записи, другие вопросы. Ты мог получить другие вопросы, зайти, задать другой вопрос. Сейчас этого пункта нет. Но чиновник в Испании, бытовое взяточничество здесь практически отсутствует. Он здесь действует по принципу «уйди, не мешай, не создавай мне проблему». Поэтому, если вы будете настойчивы, это я вам уже плюсы говорю, если вы будете настойчивы, то в принципе можно проломиться через эту стену нежелания с вами общаться. Второй момент, да, и, кстати говоря, поймите, испанский чиновник, он вежливый. Он вас не пошлет куда подальше прямым текстом. С одной стороны, это плохо. Плохо почему? Он вам даст 100-501 совет, что вот нужно вот туда обратиться, вот туда. Мы этим не помогаем, мы вот этим помогаем. А вот вам мы не помогаем, и вот вы туда... То есть он нас вежливо, но куда-то пошлет. Страна советов, это не СССР, это Испания. Здесь очень любят давать советы. Бесполезные в основном, но очень любят давать советы. И вот тебе дадут совет, что ты туда обратись, ты туда обращаешься, тебе дадут еще один совет. И я вот так вот обращался в кучу НКО, и в конце концов я в этом квизе дошел до главного этого монстра в конце этого дума. Нет, не то, что вы подумали в конце здесь. В конце оказался человек, который... Мы переписывались месяц со всеми этими
бюрократами. Они одинаковые, что в НКО, что в государственных учреждениях. Мыслят одинаково. Человек на должности, вот он мыслит в Испании одинаково. И я переписывался, в каждом письме пишу: я плохо понимаю по-испански, давайте по-английски. И мне звонит человек с неопределяемого номера, хорошо, что я не сбросил. Звонит человек и начинает по-английски рассказывать, что мы тебе ничем не поможем, и вообще никто тебе ничем не поможет. Поэтому я тебе позвонил об этом сказать, что мы тебе ничем не поможем. Твою ж мать, мы месяц переписывались с твоими коллегами, и они рекомендовали одни других, другие третьих, третий тебя. И в конце концов он мне позвонил, чтобы сказать, что мы ничем тебе не поможем. Это, я, считайте, в Испании дошел до конца квеста. Потому что обычно здесь ты ходишь кругами, в конце концов ты принимаешь решение, пошло на все к чертовой матери. Вот вообще просто не буду. Как я сейчас в стадии вот этого вот страховки. То есть я не вижу выхода из тупика. Страховые компании здесь просто вот, ну, можно их понять. А зачем им снижать мне стоимость услуги, если они все одинаково себя ведут, и я хочу, не хочу, вынужден буду заплатить эти 1500 евро или там 1300 за первый год страховки. Напомню, что нормально в Испании 350-400 платят в год. А тут в 3-4 раза больше. Вне зависимости от того, какая, по большому счету, вне зависимости от того, какая у меня будет машина, все зависимость в том, что я не имею опыта вождения в Испании, и у меня нет действующей страховки. Любой. Так. Ну и это, ребят, простите, это, наверное, первый пункт в Испании, который я вам могу сказать. Все вместе, да, плохие сервисы, и, наверное, они истекают из вот такого вот бюрократического подхода к жизни. Дальше постараюсь побыстрее. Второй пункт. Отвратительное жилье. Буквально отвратительное жилье. Все, что вам продают в Испании или сдают, это даже рядом не валялось, даже с советскими хрущевками. Вы думаете, что окна здесь... Тут нет зимы. Есть тут зима. Сегодня ночью было +5. Дул жуткий ветер. Надо мной крыша, которая не какой-то не чердачный этаж. Надо мной вот бетонная плита. С той стороны бетонной плиты кафельный пол из плитки. Потому что это веранда соседа, который живет надо мной. Но у него надо мной нету крыши. У него... жилые помещения дальше, то есть у меня между мной и небом кусок бетонной плиты. И эта бетонная плита охлаждается до 5 градусов за ночь. И у меня прямо я вот лежу и чувствую, как холодный воздух опускается сверху вниз. Стекло одинарное, с большими щелями. +5 там, и у меня в комнате температура стремится к +5. Отопления нету в принципе. Вообще в испанских домах нет отопления. Но если в Каталонии люди ставят себе каждый индивидуальную систему отопления, как правило, на газу. Натуральный газ или баллонный газ, самое экономное, ставят и термостатом выставляют, какую температуру им надо, они пользуются. У кого-то электрические котлы, но электрическими котлами дороже топиться. Вы мне говорите: ой, ну купи себе электровентилятор вот этот нагревательный, или термоодеяло, или еще что-то. Да, ребята, это все можно делать, но только это просто жутко дорого. За декабрь месяц электричество 200 евро. С термовентилятором. 200 евро. Это очень большая сумма для коммунальных расходов. Только электричество. Раз нету, ну то есть, это я вам сказал про стены. Вернее, про потолок, про окно. Про стены. Нету никакой звука термоизоляции. Вчера
Видимо, соседнюю квартиру заняли какие-то Airbnb или еще кто-то. Женщина решила попеть вечером. И она пела в голос часа 2. Я ее слышал, как будто она со мной рядом на кровати лежит. То есть здесь стены просто не имеют никакой звукоизоляции. И, соответственно, была бы термоизоляция, она бы выполняла роль звукоизоляции. Этого нет. Строят они, как правило, из гигроскопичного шлакоблока. То есть отливают. Либо стены, ну, у них выстроены из каких-то говна и палок. То есть куски камня, куски кирпича обмазаны все это дело штукатуркой. Я могу вам сейчас прямо вот взять камеру, поднести и показать. Вот здесь вот несущие конструкции во встроенном шкафу. Все несущие конструкции, дом новый. Все несущие конструкции полопались. То есть бетон здесь не умеют лить. Либо не соблюдая технологию, либо просто качество бетона плохое. И вот я могу буквально как человек, построивший дом своими руками и сделавший несколько ремонтов квартир, тыкать пальцами и говорить, где плохо, где плохо, где плохо. Электрику в этом новом доме выбивает постоянно автомат. Естественно, я ничего с этим не могу сделать, потому что это собственник, он должен этим заниматься, а он этим не занимается. Ванная в нашем понимании отсутствует. Я в ванной последний раз лежал в октябре 22 года. Нету в большинстве домов душевые. Есть кое-где ванны, но в большинстве домов душевые. Вода дорогая, но не такая дорогая, как электричество. Самый дешевый, здесь вы будете смеяться, газ. Ну, по крайней мере, для приготовления пищи и отопления. И плюс стоимость. То есть арендовать вот в районе Аликанте квартиру с 2 спальнями, площадью примерно 50-70 квадратов, выбор начинается где-то от 700 евро. В Барселоне от 1000 евро. При том, что средняя зарплата в Каталонии, ну в смысле не в Каталонии, а вот в Испании, минимальная, по-моему, 1050 евро, ну 1000 евро, до налогов, подчеркиваю, до налогов. А средняя зарплата до налогов около 1800. Заплатите налоги, а тут прогрессивная шкала, минимальный, по-моему, налог это 11%, плюс всякие фонды и все остальное. То есть, сами понимаете, если до налогов 1800, после налогов вам остается ровно как на жить в бедно и черти где. И ездить все время на транспорте в Барселону или вот в Аликанте. Дома здесь плохо строят. Плохо. Я не жил ни в одном доме, я жил во многих домах. Основная проблема это теплозвукоизоляция, отсутствие ее. И плюс вот просто визуально плохое качество строительства. Так, ну и третье. Вы удивитесь. Общественная публичная медицина. Я имею в виду ту медицину, которую вам предоставляют за ваши налоги. Я налоговый резидент Испании. Вот. За ваши налоги. Очереди. Постоянно очереди на ресепшене. Очереди к врачу. То есть вот прийти и попасть на прием к врачу невозможно. Тебе дадут запись и скажут, что приди там через неделю. Если, как у меня вот несколько дней назад, у меня 1,5 месяца жутко болит шея. Вот, что-то не так с шеей, то ли защемил, то ли просквозил. И я уже и мазал, и что только не делал, но вот не помогает. Не могу спать, жуткие головные боли, просыпаюсь из-за боли в голове по ночам. Пошел в прием скорой медицинской помощи, ургенция. Меня поставили в общую очередь со всеми остальными. То есть люди сидят на прием к врачу по записи, вот там они неделю ждали, и я сижу рядом по скорой записи. А когда такие головные боли, как у меня может быть вот прединсультное состояние.
Я объясняю, говорю, что у меня высокий холестерин, и мне под 50 лет, может быть, у меня инсульт. Они говорят, хорошо. И я сидел и ждал час. То есть я мог там скопытиться, если бы это действительно была проблема с сосудами головного мозга, скопытиться прямо на стуле рядом с кабинетом врача. Потому что очередь по скорой записи час. Но это не самое плохое, потому что в Каталонии, в Сабаделе норма ожидания 3 часа. И я пытался высидеть. Это нереально, потому что ты сидишь в этом помещении, сидит 20-25 человек. Напротив меня чувак 2 часа блевал в пакет кровью, в мусорный пакет. То есть он выпивает что-то, ему плохо, его мутит, он блюет, и я вижу, что это сгустки крови. Потом он опять выпивает и опять блюет. И вот так он в течение 2 часов, и я не выдержал, ушел. Не, ушел я не потому, что не могу блюющих людей увидеть, а потому что мне настолько было больно, что я выпил обезболивающего опиоидного трамадола, который вызывает привыкание, а ничего другого мне не выписали. Пришел, и я 2 часа сижу и чувствую, все, я сейчас засну. Я ушел, чтобы просто там не заснуть. Потому что, сука, тебя вызывают по фамилии, которую они неправильно произносят, естественно. И когда ты засыпаешь, ты можешь просто себя не увидеть. Вот. Либо ты должен быть все время проснувшись и смотреть на терминал, чтобы тебя вызвали. Это скорая помощь так работает здесь. Профильных врачей здесь в пунктах первичного внимания, то есть в поликлиниках по-нашему, профильных врачей здесь нет, узких специалистов. Нету урологов, нету гастроэнтерологов, как они там называются. Чтобы получить что-то более специализированное, чем домашний врач, тебе нужно ехать в большой госпиталь в большом городе. Сука, похоже на Россию, да? Вот. Если тебе нужна выписку из медицинской истории болезни, не выдали, несмотря на все мои жалобы и официальные запросы. И самое главное, ребята, в поликлинике вы хрен что купите просто так. Метформин не продают. Антибиотики, вот вообще забудьте. Даже нестероидное противовоспалительное, вот ты приходишь, говорит, мне нужно вот декстропрофен. У меня иногда предподагренное состояние, вот я чувствую, скоро будет приступ подагры. Декстропрофен. Плохо, но надо пить, чтобы не было воспаления. Вот. Надо больше двигаться. Нет, мы тебе не продадим. Вот давай мы тебе продадим ибупрофен. Вот они, сука, всем ибупрофен и парацетамол. Это у них ответ на все вопросы. Или какие-то БАДы продают, какие-то там вот хрень какую-то. Все дорого. Магний, какой-то нормальный действующий магний, который работает реально, а не какой-нибудь оксид магния. 20 евро. БАДы продаются в каждом магазине на основе всяких веществ, которые в России запрещены, с красивыми листиками такими. Вот это вы можете купить в любом магазине. Понимаете? Мне выписали лекарство от болей в шее, состав таблеточка нестероидная противовоспалительная и трамадол, опиоид. Лечи шейку, Андрюша. Ну, я вот 2 субботы это пью и сплю, как какой-нибудь опиоидный наркоман. И ничего не могу сделать. Это, видите, я сейчас возбужденный, потому что я сегодня с утра не выпил. Так представляете, в какой они дозировке мне сказали это пить? 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. От такой дозировки я проспал, считайте, все выходные. В 8 вечера засыпал, утром просыпался, в обед меня опять вырубало. По 2 таблетки утром и вечером. Ну, шея, кстати, чуть меньше стала болеть, но голова перестала болеть, но до сих пор вот здесь вот болит. Видимо, какое-то защемление. Короче, никто не сможет меня убедить в том, что здесь медицина хорошая. Как меня везли на скорой? Еще раз, для упертых сторонников испанской медицины. Я 6 часов доказывал по телефону, что, сука, у меня камень вышел из почки. Я знаю, как эти боли выглядят, потому что у меня выходил в 2020 году камень из почки. Я 6 часов их убеждал, они мне рассказывали о том, что нет, блядь, это у тебя, ты наркоман, и ты принял наркотики, и смеялись на том конце.
В конце концов, когда ко мне приехала скорая, они мне сказали, мы тебе ничем помогать не будем, мы тебе не будем давать обезболивающее, садись в машину, мы тебя повезем. Да, при этом они мне еще по телефону говорили, возьми такси, доедь до госпиталя и заходи в ургенцию. И хорошо, что я так не сделал, потому что и в этом бы случае я бы оплатил сам такси в соседний город, плюс бы зашел бы в ургенцию, еще бы 3 часа там сидел. На скорой, когда тебя привозят, тебя сразу начинают обслуживать. Так вот, они меня в эту скорую посадили. В 4, сука, утра они меня посадили на кресло в скорой, пристегнули ремнем безопасности, все это подчеркнуто медленно. И, блядь, мы поехали со скоростью 60 километров в час. Мы еще 40 минут ехали 15 километров. Приехали, и потом меня еще 15 минут закатывали со мной, разговаривали, а я не без обезболивающего, я на стену лезу. И вот меня обследуют. И что вы думаете? Они меня положили в скорой, проклапали меня пол-литром трамадола, чтобы у меня ничего не болело. Откатали меня на КТ, сказали, что у тебя камень застрял где-то в районе бедра в мочеточнике. Собирайся, иди домой, пей таблеточки и жди дома. И я 1,5 года ждал приема у уролога. 1,5, сука, года. Хорошая публичная медицина за налоги, которые с тебя снимают, это хорошая медицина. Да, за деньги, если платить по 90 евро в месяц, то медицина будет быстрее и лучше. Но это платить по 90 евро в месяц. Никто вам налоги не будет снижать. Вы можете частной страховкой пользоваться, но эти деньги, пожалуйста, плати. И я имею возможность сравнить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поликлиник я в Каталонии обошел. И одну сейчас вот в провинции Аликанте. 8 разных медицинских учреждений, в которых я побывал. Я пытался переводиться из поликлиники в поликлинике. А хер вам, нельзя. Ты должен год отсидеть в одной поликлинике, чтобы перевести в другую. Я уже не говорю о том, что там невозможно найти англоговорящего врача. Это моя проблема, что я не говорю по-испански. Но тем не менее, все равно это туристические места. И здесь вроде бы как люди должны говорить хоть чуточку на английском. Потому что тут огромное количество этих самых жителей, стариков из Северной Европы, которые по-испански не в состоянии говорить. Они слишком старые, чтобы выучить язык до медицинских терминов. Но тем не менее... На прошлой неделе с врачом я общался на испанском языке. Да, я уже сейчас выучил медицинские термины, чтобы в достаточной степени общаться на испанском языке с врачом. Ну, 2 года назад, особенно когда у тебя камень лезет и ты больной, не до испанского языка. Про психиатрическую помощь не говорю. Тут все вот говорят, что психиатров не получить, психотерапевтов. В Испании, кстати, очень высокий рейтинг самоубийств. Ну вот, и отсюда вывод. Почему такие, тут много употребляют наркотики, много. И пьют практически все, практически каждый день. По чуть-чуть, но пьют. Итак, 3 основные ужасные вещи, которые я вижу в Испании. Бюрократия и сервисы. Клиент всегда не прав в основном. Второе, это качество строительства. Евроремонт, ребята, это у нас в России. Здесь, как я его знаю, понятно, что для приезжих, понаехав в Краснодарский край, строят на отшибись. Это все понятно. Здесь же строят и для себя, и для понаехав через одно место, любимое в России. Клиенты, которые здесь русскоговорящие, просят, я знаю многих риэлторов русскоговорящих, и они специально спрашивают, а можно нам продать квартиру или дом, который не строили испанцы? Вот так вот. Дома здесь, кстати говоря, к вопросу, все, что связано с недвижимостью и арендой, здесь жутко некачественное и жутко дорогое. Заставили вводить сертификаты на энергоэффективность домов.
заставили, ну где заставили, там и слезли. На большинстве объявлений по недвижимости вообще отсутствует показатель сертификата. А если есть, то они там очень плохие. Г, И, то есть это говорит о том, что вы будете большую коммуналку платить. И медицина. Вот это 3 или 3,5 отвратительнейших вещи в Испании. Это то, что в России, с моей точки зрения, лучше. Почему лучше? Потому что на примере Краснодара, я еще раз подчеркиваю, посужу по 22 году. Да, пожалуйста, подпишитесь на меня и поставьте лайк или дизлайк, если вы жутко любите испанскую медицину. На примере Краснодара за относительно небольшие деньги, без недельного ожидания можно попасть к специалисту профильному, можно практически любой, было, я не знаю как сейчас, 2 года назад, можно было практически любой медицинский тест пройти, любые анализы сдать, записаться на платное КТ. Тут это практически невозможно сделать, даже в платной клинике, если терапевт не захочет. Тут нет такого, что ты приходишь и говоришь: сука, я хочу все сдать гормоны, полный анализ крови, КТ себе полное обследование сделать. Нет, ты приходишь к терапевту, и терапевт, вот я приходил, у меня проблемы с пищеварением, видимо, на нервной почве. Я прихожу и говорю, у меня была страховка на короткое время, прихожу в платную клинику по страховке, говорю, у меня проблемы с пищеварением, то есть все 5-10, может быть, трамадол так сказывался. Меня отправляют к гастроэнтерологу. Так случилось, что я начал прям кричать, что мне больно-больно. Не стали ожидать. Захожу, сидит травматолог, кушает какую-то конфетку, выслушал меня и говорит: тебе нужно попить травки, пособлюдать диету, больше воды, больше ходи. Охренеть. Охренеть, сука. Лесной доктор. И через неделю у меня находят при плановом обследовании на УЗИ, которое я ждал 4 месяца, у меня находят камни в желчном пузыре. То есть, может быть, они болели. Но вот платный доктор по страховке Санитас мне порекомендовал больше воды, больше ходить, попить травки и соблюдать диету. Это, в общем-то, рекомендация, которую все врачи здесь дают всем и каждому. Пейте по 2-3 литра воды, больше ходите, соблюдайте диету. И при этом испанцы ничего этого не делают. Они сидят в кафешках, жрут пататас бравос, то есть жареную картошку, пьют пиво, очень мало ходят, курят как не в себя, иногда употребляют вещества, судя по запаху. Вот вам и хваленая испанская медицина. Она была когда-то хорошая, сейчас нет. Ну вот, надеюсь, что в этот раз я вам... Извините, я в таком запале, просто уже сил нет и терпеть нет. И я думал, что я за это время как-то адаптируюсь, привыкну. Нет, я не могу привыкнуть к этому. И да, я недоволен. Те, кто говорит мне, езжай обратно в Россию, идите в жопу. Вот, сразу вам говорю. Идите сразу в жопу, воткните себе бутылку в задницу. Потому что в России, во-первых, за 2 года многое что поменялось, и будет хуже только. Вот. А во-вторых, я в Испании по Дублинскому протоколу. Во-вторых, я, по крайней мере, по медицине знаю, что ситуация примерно одинакова во всех странах Евросоюза. По медицине. По строительству домов, я жил в Бельгии, там есть отопление, и я видел, что они используют при строительстве термоизоляцию. Вот. Но и аренда там стоит других денег, совсем других денег, чем в Испании. Наверное, чем дороже, тем лучше, но не факт. Вот. По поводу бюрократии, одну последнюю, для тех, кто дослушал, кто молодец, одну последнюю, вещь, которая должна вас чуточку успокоить. Первое. Бюрократия плохая по всему Евросоюзу. Я вот вспоминаю, как долго какие-то процедуры действовали в Бельгии для меня. А во-вторых, можно попробовать обратиться к другому специалисту. То есть,
В Испании очень многое играет человеческий фактор. Я не знаю, как это совместимо с исполнением законов, но тем не менее. Во-первых, тут нужно настаивать на своей правоте, нужно ругаться. В Испании нужно ругаться. Они очень не любят конфликтов, они стараются их всячески избегать. И если ты начинаешь ругаться, для них это звоночек, что что-то надо начать делать. Вот. Они очень не любят этого. Но если ты настаиваешь и видишь, что, ну, как бы вот. Я так получил свой манифест в полиции. То есть у меня была запись в национальную полицию, меня не пустили получать манифест, вот просто послали куда подальше. Но я уже тогда был полгода в Испании, уже понял, что нужно ругаться. Пошел в другой полицейский участок, меня тоже не пускали, я начал ругаться на входе. Корректно, без оскорблений, но настаивать над своей правоте, говорить, что у меня есть запись на прием и так далее и тому подобное. Вышел начальник полицейского этого участка и за 5 минут мне сделал то, что мне отказывались сделать в предыдущем полицейском участке. Еще раз говорю, в Испании надо настаивать на своей правоте. По-другому они не понимают. Если ты даешь слабину и отваливаешь, все, до свидания, они о тебе забыли. И никаких угрызений совести у них не будет. И человеческий фактор, то есть, как я вам уже сказал, меняйте бюрократа. Если вам не открывают счет в одном банке, идите в отделение этого же банка, но в другом месте. У меня так и было за ББВА. В одном месте мне человек прислал 100-500 документов, которые ему должен предоставить. Я пошел в другое отделение и спокойно открыл счет. Но это, подчеркиваю, было 2 года назад. Сейчас отношение банкам к мигрантам и к беженцам намного хуже. Намного хуже. 2 года назад входили в положение. Сейчас в упор вас не видят. Меняйте бюрократа. Здесь вам не помогают, идите в другое место. Не продали вам метформин в этой аптеке, пойдите в другую аптеку. Допустим, я вам скажу, что около площади Каталонии есть некоторые аптеки, поскольку там много туристов, они продают, допустим, антидепрессанты без рецепта. Вообще их купить в Испании без рецепта нельзя. Но если очень хочется, то можно. Я приходил, они видят, что я не местный житель, а турист. И говорю, вот мне нужно вот это вещество. И они мне его продают. И так я делал много раз. Да, я сидел на антидепрессантах, и никто меня не может осудить. В моей ситуации это был выход. Сейчас я их не принимаю. Вот такая вот ситуация. Мне кажется, что качество строительства и особенности раньше коммунальные услуги были лучше, сейчас будет хуже, и поэтому я не возвращаюсь в Россию. Во-первых, потому что я там сразу попаду в тюрьму и буду замучен за то, что я все сказал до этого. Во-вторых, со временем та инфраструктура, которая еще когда-то оставалась в России, она будет разрушаться. Вы это самое прекрасно видите в Краснодаре. Проваливаются коллекторы, отключается электричество от нагрузки. Здесь за все время в Испании я видел только 3 раза, когда отключали электричество на больших площадях, то есть вот кварталами или домами. То есть электричество здесь практически не отключают, поставки стабильные. Воду я видел только дважды, отключали за все время. В разных местах, один раз здесь в Аликанте, один раз в Каталонии. Хотя там засуха. В Каталонии 12% только наполнены водохранилища. То есть здесь с поставкой коммунальных услуг хорошо. Но вот как они это делают? Через одно известное место. В России же, может быть, начисляют и получше, но вот там, по крайней мере, у вас со счета не списывают это все автоматически, как Бог на душу положит. Но вот с качеством услуг, конечно, даже не сравнится. В России намного хуже. Ну и про медицину я сказал, что относительно невысокая была когда-то стоимость, и услуги были доступны относительно быстро, относительно Испании. Вот и все. Спасибо, что досмотрели. От вас лайк, репост, комментарии. Да, кстати, напишите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с бюрократией, с жалобами, как на них реагируют.
Напишите в комментарии, как с поставщиками услуг, банки как работают. Многие же банки позакрывались, я об этом не знаю. Ну вот. Как работают страховые компании, очень интересно. Ну и прокомментируйте качество строительства, особенности многоквартирных домов. Я-то жил в частном доме последние годы в России. Вот напишите мне про качество строительства новых домов, очень интересно будет прочитать. Поставьте лайк, подпишитесь и расшарьте это видео. Пока.